Добрый день, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Сегодня мы работаем для канала «Двигатель». Вы теперь можете наглядно увидеть, почему они назвали этот проект «Титаник». Сейчас опять все заполнилось водой. Мы провели несколько недель назад подготовительные работы, приезжали сюда на легковой машине, зацепили все троса. И сегодня у нас в планах за один день вытащить этого утопленника. И наконец-то мы нашли в нашем плотном графике все-таки время съездить и купить рации. Но обычно у нас вся коммуникация происходила через телефоны, но у нас была последняя эвакуация. Как вы понимаете, сотовая связь не везде хорошо берет. Но это было последней каплей, переполнившую чашу нашего терпения. И вот были приобретены такие рации. Взяли мы, такая модель достаточно простенькая, но все-таки Kenwood. И взяли для сравнения китайца Ratio. Проведем такой небольшой сравнительный тест и обзор. Kenwood таких 2 и вот такого Ratio китайца 1. Посмотрим, стоит ли переплачивать там в 3 раза. Будет такой обзор, который мы в дальнейшем расскажем о своих впечатлениях об использовании этих раций. Ладно, начинаем. Копать сегодня не придется, поэтому уже хорошо. Сложность данной эвакуации заключается в том, что экскаватор этот утоплен был еще уже больше года назад. И его вес составляет порядка 28 тонн. И у нас нет ни малейшей возможности оживить, как-то его завести. Понятно, что это невозможно. Там предстоит ему очень серьезный ремонт. Поэтому при проведении подготовительных работ, которые, кстати, у нас сейчас еще на данный момент не закончились, будем мы его продолжать и сегодня, в день непосредственно самой эвакуации, нам предстоит сложить рукоять, чтобы она не создавала дополнительного сопротивления. Складывать нам ее в любом случае придется, потому что мы будем грузить его на трал. В первый день подготовительных работ, когда мы производили зацепление, зацепили мы за 4 точки, 2 стандартные буксировочные проушины и обмотали цепями раму с каждой стороны. В этот же день мы все-таки добрались до бортовых редукторов, разобрали бортовые редуктора, насколько это, конечно, позволяла ситуация. В грязи там было очень неудобно, тем более разобрались они у нас не так, как бы хотелось. Снялась не крышка, а корпус сам отсоединился там. В общем, достаточно было тяжело, но тем не менее мы вытащили валы. И, конечно же, тут в данном случае нам немножко повезло, что как раз звездочками наверх, получается, у нас стоял, потому что нижняя часть, там вообще было нереально добраться. Надеюсь, это в дальнейшем, опять же таки, облегчит нам значительно наше выполнение этой задачи, так как тяговое усилие должно теперь, естественно, снизиться. Разбирать бортовые редуктора нам в любом случае пришлось, потому что нам еще часть нашей работы заключается в том, что мы должны загрузить этот экскаватор на трал, то есть затащить его на трал, куда и ребята его и повезут для дальнейшего восстановления, ремонта, или я уже не знаю, для чего, это надо будет у них уточнять. Там резинки посмотрите, чтобы были. Ведро, так как туалета у нас нету здесь, все-таки коттеджный поселок, если по нужде, то в ведро. Так давай, должен справиться, наверное. Ты почти меня удивил. Все, ты мой герой на сегодня. Давай дальше. Ну что, не страшно? Чувствуется, что простые хомуты все-таки подошли бы лучше.
Ну что, готовы, голубчики? Да, решили мы откачать немножко все-таки воды, потому что нам придется сейчас туда ползти, зацеплять лебедки цепные. Будем все-таки решили складывать, не поднимать стрелу, а складывать рукоять пытаться. Ну, тут она уперта в землю. Сейчас ждем, нам в помощь должен приехать 30-тонный экскаватор, который будет с нами сегодня работать. Вот, он чуть-чуть немножко приподнимет за стрелу, и задача как-нибудь там зацепиться за сам экскаватор, либо за стрелу и подсложить под себя рукоять. Вот. Для этого сейчас откачаем немножко воды. Сейчас освободим шланги, чтобы гидравлику расслабить. Без этого никак. Я тоже не уверен, что я вытащу его. Если бы он еще сам себе помогал бы, другое дело. А так вы утопили его по самой небалуйных. Туда надо было не экскаватор вызывать, а носорога, блин. Тягача, чтобы он вытаскивал лебедку, выдергивал. Ну что я там буду нырять. Там даже трактор зашевелился, да? Мы сейчас проделали следующую операцию. Мы зацепили ковш к главным цилиндрам для того, чтобы экскаватор подъедет сейчас, он приподнимет немножко стрелу, и мы, так как отпустили гидравлику, мы просто сложим сразу рукоять вниз, ну, дабы когда будем затаскивать на трал, все это дело уже было сложено и не мешало нам эвакуации. Скрип, который вы слышите от езды, когда едет экскаватор Volvo, это скрип не от роликов, не от гусениц. Это скрип от суставов самого экскаваторщика. Старый, трясет, ну и сустав об сустав трется, соответственно, вот и скрип.
Смотри, чтобы не накрыло, у него гусянки валятся. Спортивная гребля, да? Кусают, слепни. Жизнь становится намного тяжелее. Ну, сейчас рукоять у нас, сложение рукояти привело к тому, что здесь слишком, но все равно стрела низкая, уперлась здесь в гусеницу. Хотим приподнять стрелу еще чуть-чуть. Цепь тащи, которая 13. Ты хочешь, чтобы он просто поднял? Да! Открутили гидрозамки для того, чтобы поднять стрелу. Сейчас экскаватор, который Volvo, держит, соответственно, стрелу, а Серега закручивает обратно гидравлику, чтобы там создался вакуум, ну не вакуум, давление, которое не даст стреле опуститься на тот же уровень, на котором она была. Все, сейчас он закрутит гидрозамки, встаем на позиции, раскидываем троса и раз-два и по домам. Сейчас достанем блоки, будем цеплять. Стрелу нам поднять удалось, но туда попало много воздуха в гидросистему, и падает она назад. Штуцера обратно закрутили, но стрела, тем не менее, все равно падает. Поэтому сейчас идея такая: кран ее поднимает, вернее, экскаватор, который нам помогает, он ее поднимает, а мы второй лебедкой цепной ее подвязываем прямо к экстраповочным ушам, которые там в районе противовеса. И таким образом фиксируем ее в поднятом положении. Как обычно, думали, все будет легче. Сейчас будет конкурс мокрые майки. Самое красивое тело. Давай. Поехали. Готовы? Направляй на Серегу. Сейчас-то все опять заплыло, конечно, глиной. В прошлый раз, когда мы тут цепляли, мы тут докопались, полностью раму откопали, зацепили, все красиво было.
А сейчас опять выглядит страшно. Значит, мотопомпа была заведена и подключен бронзбой для того, чтобы отмыть редуктор поворота, и была возможность, скажем, повернуть башню по направлению вектора тяги. Я понимаю, в свободном плавании вот та штука у нас все равно, надо ее закрутить, мне кажется, чтобы рукоять не разгибалась у нас. Ну, подстраховаться. Ну да. И вот это, почему у нас разгибается? Она шевелится немножко, там цилиндр, может, перепускает, я не знаю. Там воздух просто в системе. Да. Ладно, надо, короче, залезть наверх с ключом на 14, получается, да? Где у нас Дима? И затянуть там сверху. Ну, как обычно, на словах все быстро, а на деле происходит не совсем так все быстро. Но сейчас мы сняли поворотный редуктор, башня у нас теперь спокойно поворачивается. В общем-то, мы бы этим всем и не занимались, но, как я и сказал, уже часть работы будет заключаться в том, что нам надо грузить будет на трал, и это бы все равно пришлось бы делать. Поэтому лучше сейчас сделать, чтобы уменьшить общее тяговое усилие. Это транспортное положение, включается наверх. У нас незапланированный перерыв. У экскаватора заканчивается солярка. Сейчас ждем, должны подвести солярки. Заправим. И сейчас занимаемся пока раскладкой полиспаста. Примерно мы рассчитываем на тяговые усилия где-то до 70, даже там до 80 тонн. Вот. И в якорях у нас будет только экскаватор, вот эта 30-ка, и пачка бревен, которая будет еще дополнительно поперек него закопана. Вот. Ну и вес Урала, соответственно. Так как Урал у нас стоит вообще-то на таком, на гравии, то будет соскальзывать уже при усилии тонн 8, наверное. Может, даже и раньше. Поэтому нам надо как-то рассчитывать еще и на это. То есть, чтобы лишний запас был по блокам. Вот, потому что усилия по лебедке мы развивать большое не сможем. Чисто даже потому, что будет стягивать Урал. Вот. Ну, а так систему сделали вот 4 блока здесь, у нас 4 троса, поэтому 4 блока. Вот. И также у нас будет, соответственно, 2 блока на экскаваторе и 1 блок еще на пачке, которая под ним будет зарыта. Таким образом, мы где-то хотим получить 7-8-кратное увеличение тягового усилия, ну и плюс 2-кратное увеличение тягового усилия на самой лебедке, потому что там тоже у нас будет еще дополнительно 1 блок. Приходится развивать нереальные усилия для протяжки тросов. Но мы выдержим. Есть вопрос, на который не может ответить мне даже Сережа. У нас после обеда сцепной вес добавился, а мощность упала. Почему? Пишите в комментариях. Нет, не граната, пришла. Спустя 2,5 часа соляр привезли все-таки. Вот. Сейчас заправим и будем окапываться. Ну что, приехала родимая солярка. Чего копать вы стояли? У вас соляра нет. Сколько разматывать? Да разматывать мы ждали вас, размат мы не планировали, размат мы планировали, когда вы откопались. Меня-то стерли, сейчас выкопаю и будет нормально. Так и надо было Так выкопать. надо копать-то было, причем все. Когда вы вкопали бы, уже Все начали ждут это. вас. А то 2,5 часа нашли, блядь, простое, блядь. 2,5 часа так и есть. Вы больше разматывали нас, чем я, блядь, стоял.
всякий случай. Я не знаю, что, либо закипел, Сними либо время, чтоб завоздушился. видно было, что Но, он там короче, делает. копает он тоже. Ну, я так думаю, же, что с как и гидравликой ездит. капсда у Не него. помешает, на Да, всякий у него с случай, гидравликой вопросов не беда, будет конечно. Возможно, гидравлика перегрелась просто, и уже там он начинает это все Да. некорректно вести. Мертвый экскаватор. Хотя внешне выглядит нормально. Да. Ну, видишь, он ездит-то еле-еле. Как он с объекта приехал? Что он там делал? Бедолага. Ты просил якорь? Вот тебе. Якорь, да? Ну, я не мертвый якорь. Он должен хотя бы доехать в яму, и все, и на этом можно его глушить. Не, ну хотя бы пускай пачку бревен закопает. А в канал уклади прям тот кончик. Оп. Отлично. ГОСТ. Экскаваторщик огонь, хоть и в возрасте, но с характером. Сегодня мы первый раз будем использовать такой якорь в виде бревен. Он должен быть очень эффективный в таких грунтах и с такими бревнами. Все! Все! Стой! Ну, вот такой якорь из бревен мы организовали. Закопали его, целую пачку бревен поперек. Сверху еще экскаватор наехал. Ну, закапывали где-то на глубину 2 метра. Делали плавный выход для тросов. И ориентировочно мы примерно рассчитываем, что туда у нас на тот якорь может прийти порядка 30 тонн. Вот. И, ну, надеюсь, он выдержит. Ну вот Кен, вот, включаешь, он так быдловато. Один. А китайскую рацию включаешь, там приятный женский голос. Один. Один. А китайская приятней. Но это работает, наверное, лучше. Что, не Я хочешь надеюсь. работать? Стоп! Стоп! Давай, давай. Всего 2 тонны? 2, Тонна на одном тросе, соответственно, ну, Серега тянет с усилием в 2 тонны. Все. Перекрутила? Один раз. У нас перекрутил один блок разок. Давай поправим. Пока еще так. Очень хорошо идем. Хорошо идет? Да. Самое сложное. Хотя он может здесь наоборот просто по песку. Перевал всегда сам держу. Тонна 800 нагрузка стоит. Гусеницы не крутятся. Пошел, хорошо, пошел. 200. Давай, давай, идем вверх. Только вперед, но и вверх, да? Да. Гусеницы крутятся? Нет. Юзом идут? Да.
прошли мы 2 метра, но это самое простое было. Усилие пока не превышало 25 тонн. Сейчас чуть-чуть сложнее будет. Начинаем уже упираться в твердый грунт. Подпихнем еще 2 бревна, чтобы правая гусеница создать вектор наверх. Вот, и будем снова тащить, но думаю, что сейчас в этот раз уже усилие пойдет приличное. Все, К какому усилию ты готов? ну, пока Урал не будет стаскивать, а это тонн 55, наверное. А вот дальше надо противооткатники ставить. Сейчас, давай. О, прямо. А наверх есть движение? Конечно. Как я и говорил, из-за того, что Урал стоит у нас на гравии, где-то при усилии 6 тонн, его начал потихонечку стягивать. Ну, сейчас поставим противооткаты, я думаю, эту ситуацию исправит. А движение экскаватора все время есть медленное, уверенное, и вверх, и вперед. Так что все хорошо, все по плану. Идем, хорошо. 3600 четко держится. 3700. Сейчас там втулка пройдет, проще будет. Экскаватор странные звуки издает. У нас экскаватор немножко пытается ехать, поэтому смотри, движение. Мне главное, чтобы движение было всегда. Движение всегда есть. Вкладывает немножко стрелу на том экскаваторе. 3 тонны. Подняла справа. Что подняло? Правую гусеницу немножко приподняла. Процесс идет. Спроси про нагрузку, Ром. А, 2800? Я думаю, мне послышалось 3900. Так он вообще уже, получается, идет. Скоро Урал может поехать, и он покатится за ним. Саш, что там с нагрузкой? 2600, 2500. Сейчас уже можно даже к Ларгусу цеплять его, я так вытащу. Так, может откроем двигатель помоем? Сверху крышку смоет, пожалуйста. Давай, стой, давай. Сколько? Уважаемые зрители, начинает темнеть. Экскаватор мы практически вытянули уже на дорогу. Усилие у нас упало там уже меньше даже, где-то тонн 20-25 протяжки, не больше. То есть было в максимуме, доходило до 60 тонн. Немножко я перестраховался, ошибся, говорил, там будет 70-80. Но по факту все легко получилось, 60 тонн. Тем не менее, все равно экскаватор, разгрузка, который на разгрузке якорем стоял, у нас его стянуло на 50 сантиметров. Потом, видимо, там стрела уперлась посильнее, все держал нагрузку. Соответственно, было у нас 8 ниток, по сути дела, в полиспасте. Одну нитку, то есть была нагрузка на Урале, 4 нитки на экскаваторе, который в якоре был у нас, и 3 нитки, те бревна, которые мы закапывали под экскаватор. Якорь из бревен отлично сработал, туда даже можно было 4 нитки дать, а на экскаватор наоборот 3. Вот. Много времени было потеряно, конечно, с тем, что мы с утра снимали гидромотор поворота башни, поджимали рукоять, рукоять уперлась в гусеницу, хотели приподнять стрелу приподнять получилось, но завоздушилась система, стрела стала падать обратно. В результате оставили все как есть, просто башня повернулась. В принципе, то, что нам и надо. Нам в любом случае на трал, когда грузить, нужно было его разворачивать на 180 градусов. Сейчас это, в принципе, уже он сам повернулся. В общем, эвакуация прошла достаточно легко. Сейчас, я думаю, уже так как у нас гусянки начали крутиться, из-за того, что мы бортовые тогда разобрали, глина сейчас там оттуда вся вылетела, вот они уже крутятся. И думаю, что мы просто большим этим 30-тонным экскаватором
должен подойти трал в 12 ночи здесь, мы его отбуксируем здесь, по этой дорожке, и там затащим на трал. Вот так, в общем-то, эвакуация прошла достаточно легко и успешно. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша самая активная часть эвакуации. Теперь уже все понятно, экскаватор мы вытащили. На удивление, мы не столкнулись ни с одной проблемой, которая могла бы появиться, но это благодаря тому, что ребята Марс очень подошли правильно к этому вопросу. Довольно длительное время длилась наша эвакуация, много подготовительных моментов, этапов, выездов, приездов сюда было, но тем не менее все прошло без сучка, без задоринки, ничто не подвело, ребята правильно рассчитали нагрузку, правильно рассчитали весь такелаж, и результат только время, и экскаватор вышел на поверхность. Сейчас предпродажку сделаем, масло поменяем, как новый. Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие. Было мокро, было грязно, было здорово. Так что пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Ну и всем пока. Всем пока, до новых встреч.